Because if you're not selling tea, you're just going shopping. Потому что если вы не продаете этот чай, по сути дела, вы лишь его покупаете, шопитесь для собственного удовольствия. So I have had people come to me and say, I already bought the tea. И к нему приходит достаточно большое количество людей с горящими глазами, которые говорят, я уже купил чай. Okay. I had one guy, he came to me and he said, I just bought 200 kilograms of Nepalese white tea. Who do you think I should sell it to? И у него есть классная история о том, как к нему пришел один парень и говорит, я купил 200 килограмм белого непальского чая. И спрашивает он Кевина, кому мне его продать-то? That's a true story. Основано на реальных событиях. So how are you going to find clients? Как вы будете искать клиентов? How are you going to get in touch with people, these clients? Как будете поддерживать с ними связь? How are you going to how are you going to persuade them to buy the teas that you have? И самое интересное, как вы сделаете так, чтобы люди покупали этот чай у вас, отдавали вам свои деньги? And then how are you going to make them come back and buy some more? И как любой бизнес, как вы сделаете их так, чтобы они возвращались и возвращались к вам? So you can see where your energy is starting to move. It's moving into marketing and financial planning. И вся ваша энергия из покупки начинает переходить в другое русло, маркетинговую стратегию. And already you're getting sucked into being a business person. И получается так, что вы начинаете застревать в ситуации, когда вы бизнесмен. And maybe your love for tea in this project is becoming less and less important. И, возможно, сложится такая ситуация, что ваша любовь к чаю, она станет все меньше и меньше под грузом, под давлением обязанностей бизнеса. Because it's okay to be sitting drinking tea, thinking I want to do this with my life. This is what I want to do all the time. Потому что это все звучит достаточно красиво, сидеть, наливать чаечек и думать о том, что, блин, как классно, наверное, я хочу сделать чай частью своей жизни. И вот чтобы до скончания своих лет я сидела и пила этот чай. But when you start looking at the realities, it's actually quite complicated to make that earn money. Но суровая правда жизни в том, что это достаточно тяжело делать из этого бизнес. So who are these people? Who is going to buy the tea from you? Так, кто же все эти люди, которые будут покупать у вас чай? What sort of tea do they want? Is it the type of tea that you want to sell them? Or are you going to have to find some other tea to sell them? Что же хотят ваши покупатели? Это тот чай, который вы говорите, что у меня классный чай. Покупаете его у меня, или вы будете следовать тому, что говорят вам сами покупатели, какой они хотят чай? If you just want to sell them your favorite tea, it's going to take a lot of extra work persuading them to buy it. Потому что если вы желаете продать им только то, что нравится исключительно вам, это займет у вас очень много времени и энергии доказывать, что этот чай самый лучший. Because in most business plans, we start by looking at what the client wants. Потому что в большинстве бизнесов мы смотрим на то, что потребитель хочет. So maybe we go from being a collector of rare pu'er tea. Возможно, мы начинаем как коллекционеры и потребители дорогих и эксклюзивных сортов пуэров. To making compromises and having to sell other styles of tea, maybe flavored teas, maybe herbal teas. И оказывается так, что нам приходится идти на компромисс, да, и выбирать, покупать такие чаи, как ароматизированные цветами, либо травы. This is the reality, because the smaller our offering, the more limited our style, the smaller our client base is going to be. Потому что, да, The more specialized you are, чем узконаправленнее
вы являетесь, да, вот вы любитель исключительно старых шампуэров, да, тем уже рынок, которому вы можете это продать. Is that going to be enough to pay the rent? И хватит ли вам этих денег, этой части рынка, чтобы платить за свою квартиру, если мечтал? So now let's step back and think, oh, I had this nice hobby and now I don't have a nice hobby anymore and I'm sick of drinking tea and I haven't got any money left. А теперь давайте сделаем шаг назад и подумаем, что действительно вы хотите расставаться с этим милым хобби, пить чай дома, да? Насколько вы действительно хотите продолжать пить и дегустировать чай, насколько вы устаете или можете устать от этого как от профессии. So I'm saying this because I've seen it happen many times. Мне приходится на это акцентировать внимание, потому что я за свою карьеру видел это большое количество раз. But we're lucky because tea is a great product. Мы с вами являемся счастливчиками по той причине, что чай – это отличный продукт. At the moment it has all the benefits of health. It has the single origin foodie А можно сюда style. сесть? Это ваши вещи? По той причине, что у чая есть, чай это как супер еда, да, супер фуд. У него есть какие-то отклики к тому, что вы будете пить чай и станете здоровыми, да. Это само по себе очень классно. Это может, у него есть single origin, да, то есть как в кофе, достаточно модное направление, что вы можете взять там, хе-хей, это вот оттуда, это все классно и вкусно. Ну и как, в принципе, как самостоятельный напиток, он очень интересный. So it is a really great product to invest in. И это действительно классный продукт, чтобы вкладывать в него деньги. We just have to do it in a way that makes financial sense. И что нам остается делать, это найти путь, чтобы это было финансово оправдано для нас. So my market is specialty tea. Та сфера, где работает Кевин, это называется specialty tea. Yes. So I'm not talking today about what happens in mass market, industrial style commodity tea. Он не будет сегодня говорить о чае на большого потребителя, да, пакетированный чай или быстро завариваемый чай. This isn't really the type of activity that is great business. Обычно, как его выглядит, его рабочий стол, когда он занимается. But it's very exciting to see the world's interest in single origin tea being prepared in more specialty methods. Это вызывает достаточно большую бурю эмоций видеть, как люди заинтересованы в чае, который не смешан, да, то есть single origin, у него есть определенное место рождения, и вот он такой вот родился, он классный сам по себе, а не потому что технологии его так смешали. So we can tap into this market, but we have to remember that many people that are in specialty tea, they want to be buying their own tea. И когда мы заходим в этот рынок, нужно держать в голове, что большинство подавляющее, да, им немножко неинтересно это. Они хотят прийти и купить что-то, что они понимают. And just generally, tea is at its best. It's the highest quality tea is now being made in history. И чтобы вы понимали, наше время сейчас это золотое время чая, когда у чая самое классное качество, да, по производству. Old classic teas are being improved, and brand new modern teas are being developed. Старые школы чаи их сделали лучше, а новоделы, они становятся каждым разом все интереснее и интереснее. And I think the translator's doing a great job. Я очень надеюсь, что я перевожу понятно.
and good for health. так что 5,000-year-old хорошо для health вашего- tonic. Хорошо для вашего здоровья. Будем надеяться. Great for so many different things, but not many products that you can bring to market that you can say all these fantastic things about. All natural health tonic, improves your day, calms your nerves, awakens your mind, lengthens your life, one pure simple ingredient, thousands of exotic origin specific versions of it, Крутой мужик. affordable for all, and it's been around for 5,000 years. Он британец, живет в Канаде. Один из ведущих специалистов по чаю в мире. Сказать, что их практически нет. А с таким большим количеством ништяков, да, то есть это единственный продукт чистый, успокоит ваши нервы, придаст блеска в глазах, да, сделает ваш день намного лучше. 5000-летняя история, просто, вкусно, красиво, всем это любим. Can anybody think of another product that has all that going for it? А можете ли вы назвать какой-нибудь другой продукт, который имеет те же самые принципы? Ivan tea. Huh? 5 tea. Ivan tea. Russian tea. Statistics. По статистике, So we're seeing, so these statistics are from North America. данная статистика с Северной Америки. From North America, yeah. So we're seeing specialty tea on the rise quite fast. Как вы можете видеть, что нижняя часть сегмента синяя, достаточно большой скачок в категории specialty tea. Canada has a 6 to 8% rise over the last 10 years. Говоря о Канаде, с 6 до 9% поднялся уровень контракта. One of the very exciting parts is, I got red to highlight the interesting. This is the ages that are growing in tea. Больше всего, что восхищает Кевина, это он обвел это красным кружком, это возрастная статистика, что молодежь начинает интересоваться и пить чай. So that's very exciting because that's the future. И это очень возбуждает, восхищает, потому что это наше будущее. So when you put something like this in a business plan to take to the bank, И если вы будете закладывать в свой бизнес-проект, бизнес-план, вот эту вот статистику молодежи, the bank manager is going to think, okay, this looks solid. и придете к вашему банкиру, он скажет, звучит хорошо, у вас есть план на будущее. Again, here we have increase in the amount of young people drinking. Еще раз, здесь также еще одна статистика, которая показывает увеличение процента потребления молодежи. Here we see that more and more, this is good for my type of company because they are drinking origin-specific teas also. Вот конкретно эта статистика очень привлекательна для его компании, потому что Single origin teas. потому что эта категория пьет не смеси, а моносорта с определенных регионов. So again, good for the bank manager. Опять-таки, хорошо для вашего банковского менеджера знать такие дела в вашем бизнесе. Here we see where people are buying tea. Здесь мы можем видеть, где люди покупают чай. A big increase in people buying in specialty tea shops. И самая большая дорожка у specialty чая. And especially, again, the millennials, the young people. И опять-таки это классно, потому что пользодейственные миллениумы. So Материалы, которые появились в another great
statistic here, if we're going to start selling more and more whole leaf specialty tea, is people are drinking it loose. Еще один отличный пример статистики, который показывает, что люди начинают все больше и больше пить листового чая. Да, сверху чайные пакетики, снизу такие чайные типа таблеточки, как в машину вставляют, типа капсулы. It doesn't mean that we can't use pyramid bags or other styles of sachet. Это не значит, что мы не можем использовать чайные пирамидки, саше и прочие атрибутики. But it definitely shows a trend of interest for what's inside. Но это определенно показывает нам тренд, что люди начинают интересоваться, что внутри пирамидки и прочие. And that connection with the leaf that we're trying to encourage. И это как раз соединяет с листьем, которые мы пытаемся продвигать. This also shows where people are drinking their tea. Эта статистика показывает, где люди пьют чай. Now this is interesting. Why people are drinking? This is a really good one. Эта статистика показывает, что предпочитают и что больше ценят в чае. So this is why are people drinking specialty tea? And the number one thing that got the big cheer from next door is that it tastes good. И топчик занимает тот факт, что это вкусно. So I've been in the business for almost 30 years now. Я в бизнесе около 30 лет. And I got pretty sick of people buying tea just because it was good for them. И меня немножко достал тот факт, что люди покупают чай, потому что это хорошо для их здоровья. We all know it's good for you. We don't need to talk about it anymore. Мы знаем, ребята, за всю эту историю, что это хорошо для вашего здоровья, мы опять пришли это в рук. Но это достаточно очевидно, зачем уже говорить об этом. So this is why people are buying tea and what they're buying. What's making them make the decision to choose it? So more and more people are sensitive to the style of tea that they are buying. Большинство людей становятся избирательными в том, что именно они покупают. So for specialty tea companies, this is very exciting. Это очень классно, особенно для компаний, которые занимаются спешлти чаем. So there's not too many more boring statistics. Ребят, мы почти закончили со скучной статистикой. This shows how many different brands people are buying. Эта статистика показывает нам количество различных брендов, что покупают люди. So here in green we see that young people, the millennials, compared to the baby boomers who were born in the 60s, the millennials are really exploring. Первая группа столбиков показывает нам, что в сравнении с бумерсами больше исследуют рынок, да, больше пробуют разного. Бумерсы это 90-е? They have more different types of tea in their cupboard. Они перебирают различные стили чаев. And they have more tea in general. И они, в принципе, пьют больше чая. Катя, на место. Там. Here we have the most popular of each age group. Здесь мы видим наиболее популярные напитки в каждой возрастной группе. So you can see the different styles of tea that are more popular for young people versus older people. В серединочке вы видите популярные напитки среди молодежи и бумерсы среди более взрослого населения. So in general, we're seeing growth in the industry. В целом, что мы можем видеть, это общее
There are very few people that don't have a positive attitude towards tea. It's a feel-good product. Everybody has a positive attitude to tea. Большинство из нас имеет достаточно приятное и позитивное впечатление от чая в целом. Мы хорошо к нему относимся. Классный напиток. And young people, the future of the market, are more and more into innovation and exploration, trying new things and drinking loose leaf, large leaf teas. И как мы можем заметить, что молодежь все больше и больше заинтересована в инновациях, заинтересована в новом и заинтересована в изучении, в рассмотрении близколистового чая. And one thing we have noticed in young people is that more and more of the youth are drinking tea for a certain specific moment to create a mood. Что мы можем заметить, что большинство, все больше и больше молодежи начинают пить чай, чтобы создать определенное настроение под определенный момент. So this is a few of the great advantages we have. It can be promoted as both traditional and innovative. И несколько советов, которые мы можем давать, что чай может быть разрекламирован, наверное, как что-то традиционное и современное. Great for promoting brand loyalty so that people buy our product more and more and again. Отличный продукт для того, чтобы люди были лояльны к нему, чтобы покупали снова и снова. So this is one of the things we can use to make our clients come back and buy some more tea. И это одна из причин, почему мы можем использовать чай, чтобы клиенты к нам возвращались и покупали снова и снова. And it seems obvious that we should be aiming our marketing at the new youth, the young market, who are getting into tea. Достаточно очевидно и показывает нам, почему мы должны привлекать все больше и больше молодежи в этот чайный бизнес. At the North American Tea Conference, the business conference for the tea industry in North America. Yeah. You got that. Северная, да. Canada, USA. Yeah. Подумал, что неправильно говорю. So we have a big conference for the North American tea business, and during this conference we did a panel discussion with a group of young people that were not in the tea industry. У нас была конференция в Северной Америке, большая, весь этот вот регион, где мы за круглым столом обсуждали чай, и к нам присоединилась группа молодых людей, которые не были в чайном бизнесе вообще. So we were asking different questions to these young people, some of them young professionals, but all in their early 20s. И у нас был разговор с молодыми людьми, мы им задавали вопросы, и многие из них не были в чайном бизнесе, и средний возраст этих людей в районе 20 лет. One of my favorite quotes from this panel discussion Одна из моих любимых цитат с этой конференции was a girl who said that when she goes to Starbucks coffee shop, был от девушки, которая любит ходить в Starbucks. when she buys coffee, she takes a small cup of coffee, Когда она покупает маленький стаканчик кофе, and when she has tea, she has a large tea, and she puts the string on the outside so people don't think she's drinking a large coffee. когда она покупает, если она покупает кофе, она берет маленький стаканчик, если она покупает чай, она берет огромный стакан и убирает трубочку оттуда, чтобы люди не подумали, что она пьет весь большой стакан, заполнен кофе. It's a nice example of how young people see coffee and tea. Это достаточно милый пример к тому, как молодые люди по-разному видят кофе и чай. I should be careful what I say. One of the most exciting things about tea is the actual connection it has with our body, the deep connection.
Что больше всего восхищает в чае, это глубокая связь с тем, что мы ощущаем в нашем теле после того, как выпили чай. So we all know because we're all hooked on it. Мы все знаем, потому что, ребят, мы давно подсели на чай. But this is an advantage we have with this product, is that once people start to get into it, it becomes part of a lifestyle. И это, можно сказать, что отличный совет. Да, однажды начав, вы подсаживаетесь на это навсегда, и это становится частью вашей жизни. So the important thing to remember is, if you're starting a tea company, until you start selling tea, you're not a business. Самое главное, помните, если вы начинаете чайную компанию, до той поры, пока вы не начинаете продавать, а только покупаете, вы просто покупаете. And the trick is always to have nice tea in the office. И самое сложное, это чтобы у тебя всегда был хороший, вкусный чай в твоем офисе. Лежать для себя, попивать. Выпьем же чаю. So shall we have some questions? Друзья, Over here. вопросы? Ксюш, I'm owner of a shop in Moscow. The biggest problem for me is that our clients, they don't know why they have to pay more money for the tea. Yes. Because we specialize Из in большой компании из Петербурга. Нет, или это здешний московский? вот этот парень? Нет, ты с компанией приехала из... Нет, сама по себе. I have. So, if you want to explain the question. Вопрос был в том, что молодой человек, владелец чайного бизнеса в Москве, Ты сидела с ним? Нет. Я выступала вот здесь, лекции тоже. и здесь Просто смотрела. он может платить большие деньги за чай, за хорошего качества чая. There seems to be a graph that the higher the quality of the tea gets, the more work it takes to sell it. Здесь, по идее, вы должны в голове нарисовать график, да, чем выше качество чая, тем легче вы должны продать. So there are two options. One is compromise, Здесь две опции: компромисс and number two is education. и второе — образование. So we do a lot of education, a lot of school. В своей компании Кевин делает достаточно много образовательной части, чтобы показать людям, что это But the trick with education самое сложное образование — is to keep it fun. это чтобы это было весело. Sometimes when people take their tea very seriously, Некоторые люди принимают they talk about it a little too seriously. очень серьезно. I'm sure we all know somebody like that. Наверняка все из вас имеют в голове представление человека, который слишком серьезно подходит к чаю. For some of us, tea is a spiritual journey. Для некоторых чай — это... Да, нет, хочешь сказать, эзотеризм, но это чуть другое там слово должно быть. Эзотерика, да, некоторые воспринимают чай как эзотерическую часть. But we can't expect a room full of people to want to follow us on our spiritual journey. Но будем откровенны, мы не можем ожидать полную, набитую комнату людей, которые будут жаждут присоединиться к нашему духовному пути, проследовать за этим процессом. But we're lucky because good tea tastes really good. И в нашей индустрии, в чайной, мы достаточно большие счастливчики, потому что чем выше качество чая, тем вкуснее он. So again, if we approach the situation from the customer's point of view, Что у нас получается? Если мы будем рассматривать ситуацию с точки зрения покупателя, and we think, okay, why did these people come to my class this evening? и подумаем, так, вы все здесь собрались, чтобы что? Все вы, да, я смотрю за вами. They want
flavor experience. Что они хотят? Они хотят какого-то вкуса ароматического опыта. They want a little bit of information, just enough to understand why it tastes like this. Они хотят чуть больше информации для того, чтобы понимать, почему у чая такой вкус. Делиться своим мнением. And if they've gone out for the evening, maybe they want it to be entertaining. Если они к вам пришли поздно вечером, может быть, они просто хотят как-то развлечься. So I think in those situations with education, it's always important to consider what the person coming in is really looking for. If it's in their spare time, they're looking for something enjoyable. И в ситуации с обучением мы должны понимать, что человек, который приходит к нам за обучение, какую цель он преследует. So we have different levels. We have an introductory level, which is enough. Many people only do the introductory course. И поэтому, например, на примере школы Кевина у них есть несколько уровней. Первое – это введение в мир чая. Да? Большинство людей там и остаются. Просто такой милый рассказ о том, что такое чай и как он работает. So in a simple 2-hour class, Простой двухчасовой класс. a little bit of tea history, an explanation about the botany of the plant, just simple. Немножечко введения в историю о чайном растении, потом с биологической точки зрения, что такое чай как растение. Maybe a map of the countries in the world that grow it. Возможно, карта, где мы покажем, где и как растет чай. Infusion techniques, Способы заваривания, different types of teapots. различные стили чайничков, да, или девайсов, в которых мы будем заваривать. Again, remembering that these people are beginners. И, пожалуйста, не забывайте, что люди, которые пришли к вам на этот урок, они новички, нулевочки. So maybe they're not ready for a full collection of I Ching pots of different clays. Возможно, вот прямо сейчас они не готовы для всей вашей коллекции синских чайников с разными глинами. And then the next thing I always spend some time on is how oxidation affects the different styles of manufacture in the most simple form as possible. И следующее, на что я обращаю внимание, как кислород воздействует на лист, да, и, соответственно, какие у нас из-за этого появляются категории чая. And then I always do a little bit of health at the end, just because there's always one or two of the beginners crowd that they really want to know about the health benefits. И в самом конце я делаю буквально там пару предложений о том, какие полезные свойства имеет чай на организм человека, потому что обязательно 1 или 2 человека из класса захотят знать, как именно чай воздействует на ваш организм. And then I'll have some other more in-depth classes on Taiwan, Japan, China, specifically Chinese oolongs or aged teas. And then we also, for the more enthusiastic, we have club, a tea club. Следующий уровень уже будет конкретно говориться про определенные регионы. Да, это Япония, это Индия, это Китай. Если мы заходим еще глубже, то разницу между тайваньскими и китайскими уровнями. И следующий шаг у нас уже для этого есть чайный клуб. So you can see that's adding a lot of work. И как вы видите, здесь достаточно много работы, вот даже в тех пунктах, которые он перечислил. But if you do classes like this and you have people drink tea, it's a great way, if they have a good time, it's a great way to bond them to the company. И таким образом, да, через обучение, через классы, через клуб, если люди остались с приятным, позитивным мышлением, да, с хорошими эмоциями, это как раз то самое время, чтобы пригласить людей к вашей розничной полке, представить вам, что у вас не только вот обучение, но еще и классный чаечек, лист можно забрать домой и там побаловаться. Another question. А до обучения, да, они каким образом добрались?
because you need to explain to people why they are paying more than grocery store tea. It's a long question. I'm getting worried. Yes. Right. Логично. You have to Логично. probably advertise, and you have to make sure that absolutely everybody that comes to your shop is treated as if they're welcome, that everybody has a nice time when they come. Ну, собственно говоря, все вы, находящиеся в этой комнате, уже заинтересованы в чае, да? То есть сами немножко неинтересно, да, как с новичками работаете. Как же привлечь всех тех людей, которые находятся за пределами этого центра, да, вот ходят по Москве и не знают, что у вас есть чай, школа, вот вообще все это, да? Что мы можем сделать? Это дать рекламу. Да, если реклама сработала и человек зашел к вам, то, естественно, hospitality, да, вот это гостеприимство, вы должны максимально любить этих людей, показать, что они вам рады, что вы им рады, что они желанны, да, и относиться к ним не как к людям нулевкам, которые вообще ничего не понимают в чае, а просто рассказать, что есть чай классный, и вы будете интересовать человека. So this is another of those times when you're going to be compromising your ideals because 90% of the people you're going to be talking to, you're going to be starting from zero. И это как раз таки тот случай, когда ты должен пойти на компромисс с собой, потому что большинство людей, которые будут заходить к тебе, не полные нулевки, ничего не знают о чае. So you have to ask yourself, do I want to put that energy in? Am I able to get people excited about this product? И поэтому спрашивайте себя, насколько вы готовы тратить свою энергию, чтобы каждый раз рассказывать человеку с самого начала, что такое чай. Насколько вы готовы хранить эти позитивные эмоции и делиться с ними, с людьми, которые к вам зашли. Or would I be better earning my money another way and then have a club for tea with my friends? Или, например, я просто буду зарабатывать деньги где-нибудь там на газе, на масле, вот это вот все, и с друзьями соберем классный клуб и будем встречаться там в закрытом помещении с теми, кто понимает, и деньги будут зарабатывать деньги на другом месте. Because if you don't have a strong desire to share the good news, Потому что если у вас нет сильного желания делиться хорошими новостями, хорошими эмоциями, it's not going to sound like good news. это не будет звучать как хорошие новости, хорошие эмоции. One more question? Кто-нибудь еще вопрос? Вы говорили, что можно довольно много рассказывать о пользе чая. Хотел бы сказать, что даже не очень интересно рассказывать, потому что все об этом и так слишком много знают. Я довольно давно занимаюсь чаем, могу сказать много о том, как чай может навредить. И ни разу не встретил ни одной научно обоснованной работы, которая бы показала какую-то ни было доказанную пользу чая для кого-нибудь. Что касается вреда, можно быть Сниму довольно этого много, человека, дайте. начиная от налета зубах и заканчивая серьезными противопоказаниями. Что же вы рассказываете о пользе чая и Казачок-то засланный. Who are you, Mr. X?
Иван-чай, наверное. Они очень пытаются дискредитировать чай. Иван-чай? Ну, чтобы продвинуть свой продукт. Вот парень стоит из Иван-чая, вот этот в зеленом свитере. И этот похоже, они вместе. Чего себе, это целые Такие, чайные войны, да? Ну, со стороны чая никаких войн нет, потому что как бы моська лает на слона. Но они такие смешные. Как бы, ну, смешно. Кто серьезно занимается чаем, тому это просто смешно. Это нельзя воспринимать серьезно, такие слова. Это просто... Ну, да. О, русские, вы такие Where дремучие. do you get the information? Да, хороший вопрос тоже можно задать. Well, I think the very first benefit, the first obvious one, is the caffeine and L-theanine balance. It's the calm of the body and spirit and the stimulation of the mind at the same time. Самое первое из хороших, да, положительных влияний от чайного напитка на организм, о чем можно сказать, определенное соединение кофеина, да, одушевляет тебя, бодрит, веселит. То есть от кофеина я еще не видела грустных людей, столько мы не перебрали. И еще раз. Мы сейчас не обо всех вещах, да, то есть мы говорим о чае. В чае есть кофеин. Кофеин бодрит, веселит, увеличивает работу в нашем организме. And as a taster, I have yellow-brown teeth, but I still have no fillings. I have no cavities. Ну, если мы говорим о зубах, да, они желтоваты, но типа, я не чувствую эту желтость на своих зубах, она меня не смущает. Because it has fluoride and so it cleans your mouth. Потому что чай вкусный, как он говорит, это чистит твое сознание, и вот он есть такой приятный. But I think the type of client that is coming in looking for reasons not to be there, if somebody's coming into your shop and they've already came in with reasons not to be there, it's going to be a hard sell. Он говорит, что вот если, допустим, зайдет такой клиент, как вы, с предложением, что типа чай вредит здоровью, вот докажите мне, что чай хорошо для здоровья, или что это будет достаточно тяжело в его магазине вот так вот сходу изменить мнение человека. Потому что ты заходишь уже с определенным как бы настроем, что чай это плохо, докажите мне, что это хорошо, но будет тяжеловато работать с таким человеком. Естественно, он попробует там доказать, рассказать. Если у тебя уже есть настройка в голове, то будет тяжеловато. Кевин немножечко уж пригрузился, сообразить, как ему доказать, что чай это классно. Is it answer the question? I'm not sure. Бла-бла-бла. Да. Знать, что он имеет цель, доказать обратно. Продукция. Да какая продолжительность жизни? Трамвай приехал, ножки отрезан. Все, я уронила. Что написано на бейджике у этого человека? Я продавец Иван-чая. Понятно все. У меня деду 70 лет, 72 года, он не готов. Его постоянно давление плохо. И
только чай. Нормальный, хороший, зеленый, спускает ему давление. Я не скажу точно, как это работает. Я привожу пример. Я не утверждаю, не говорю, что это научное исследование. Не, ну смешно даже об этом говорить, ребят. Ну смешно. Вот мы смеемся. Мы просто любим чай. Да нет, мы просто умеем читать статьи научные, например, исследования. Тот же самый Денис Шумаков постит каждую неделю ссылки на официальные исследования. И вот это вот бла-бла-бла, типа там, докажите мне, что чай не полезен. Ну, как бы, чувак, открой интернет и найди исследования без проблем вообще. Я думаю, казачок засланный. По-любому. Я потом подойду, посмотрю его пейджик, если смогу. Алена Величко пришла. Давай спросим Алену. Алена, это что находится? Нет, не видела. Как интересно, очень интересно, Кевин говорит. Да. Короче, это надолго, ребят, драться Да. не будем. Переходим к следующему. Нет никакого магического рецепта и прям точного доказательства, что вообще зуб дает это стопроцентная инфа. Да. Кевина не будем давать. Покажите ваш бейджик, из какой вы компании? Да, это продавцы Иван-чая, я вчера с ними знакомилась. Как бы, да. Моська лает на слона, Была провокация и называется. вброс. Конечно. Как бы, да. Гараж, где денег заработает в траве, знаешь, что, конечно, очень легко. Это выступление Кевина Гаскойн, одного из самых классных людей в чайном мире. But still, it's nowhere near that kind of density. There's way more coffee shops. В Канаде статистически популярен кофе, его большое количество маленьких таких или не очень маленьких заведений. Если говорить о чайных, есть одна или две сетки, буквально там парочка еще чайных, ну, как бы оно растет, но пока кофе не преобладает. Вообще он британец по происхождению, но живет, работает в Канаде сейчас. Один из авторов «Большая книга чая». Если видели, это он один из авторов. Most tea shops, they have to sell tea and often food just to pay the rent. В большинстве чайных, да, то есть там продают не только чистый чай, да, или не только наливают чистый чай, это чай, где вы можете купить там от 100 грамм, допустим, и немножечко еды для того, чтобы платить ренту. And of course, serving tea gives you an opportunity for the clients to taste it when it's well made, and also it's like having a showroom for the product. Yeah, I can't believe it. Кто-нибудь еще? Вопросы о Канаде? Чай в Канаде? Как эмигрировать в Канаду? Чай в бизнесе, бизнес-чай. Как сделать бизнес? Нет? Кто даст Да. денег? Как выйти из бизнеса? Okay, last question. Yeah? No, this is a survey that is done every year. Actually, my PowerPoint is last year.
but it's a survey that is done every year for the Canadian Tea Association. Канадская ассоциация чая собирает эту статистику и выкладывает ежегодно. It's by a big survey company. They interview thousands of people. Они интервьюируют, спрашивают на улице. На улице? And the Просто street? они спрашивают людей. On the street? On the street? I don't do it, so I'm not sure. Это немножечко такой вопрос не по теме. Как бы они спрашивают людей различными способами. Yeah. But it's done by a private company called Nielsen. They do statistics for the whole food industry. Те цифры, которые сегодня были предоставлены Кевином, это цифры из канадской компании, канадской частной компании, которая собирает статистику не только с чайных I imagine it's electronic on the форм, internet. но и с ресторанов, с кафе, то есть полностью делает общепитовскую статистику. Всё, мне кажется, на этом все. Great. Thanks everybody. Thank you, Kevin! Какой чай в Канаде больше всего любят? В России красный, а в Канаде? Thank you so Не much. знаю, не говорил.